Всем доброго времени суток. Значит, продолжаем мы наши донышко квадратные или прямоугольные. Значит, сегодня в нашем видео будет донышко, естественно, прямоугольное или квадратное, которое мы будем оплетать по кругу. Сейчас в видео все объясню подробнее. Значит, при закладывании трубочек, мы, кстати, будем плести на одинарных стойках, я сразу что делаю? На крайние стойки я добавляю по 2 трубочки. Так, булавки. И дальше объясню почему. То есть вот так. Опять же, много делать не буду. Это просто для примера, чтобы вы видели. Вот так. И сюда добавлю тоже 2. Подвину чуть дальше, чтобы видно вам было. И вот так. Вот сюда. Вот сюда. Вот. Так. Есть. Теперь как поступаю? В основание, то есть вот начало, да, как я говорила, у нас будут углы в предыдущих видео, но тут чуть по-другому. В основание я закладываю не одну трубочку, вот, как в предыдущих было в одинарных, а 2 трубочки. Вот так. Вот, заложила, да. И все дальше вам будет понятно. Просто сейчас, может, немножко вам не совсем будет понятно, но все постепенно. И точно так же, как и в тех видео, начинаю оплетать. Вот раз. Идем, проплетая наше донышко по кругу. Хвостик я всегда оставляю, вот кусочек. Вот так вот. И здесь сейчас как раз нарастим. Прошу прощения. Так. Вот. Вот так. Идем дальше. Также, допустим, я буду делать по 3 витка. У вас может быть и меньше витков. Может быть 2 витка. 4. У кого как. Так. Плетем, плетем. Я буду показывать немного, буквально кусочек. Вот. Здесь хвостик уже не принципиально, пускай, значит, остается маленький. И, то есть я смотрю, раз, два, 3 виточка есть. Раз, два, 3 виточка есть. Все. Кусочек один оставляю на будущую стойку.
снова вставляю, так как я говорила, одинарная. Значит, с этой стороны есть у нас, с этой стороны нет. Добавляю. Вот, чтобы с этой стороны был один хвостик. И плетем дальше наше донышко. Вот. И плетаем следующее. Вот. Вот. Вот так. Наращиваем. Так. Вот так. Так, это уже третий виточек мы делаем. Вот. Оставляем здесь хвостик. Вот. Оставили раз, два, три. Раз, два, три. Оставили хвостик. И делаем дальше наше плетение. Еще один квадратик проплету, чтобы было видно. Вот. Вот, как раз сюда сейчас войдет трубочка. Мы сейчас нарастим последний квадратик. Я сейчас сплету и покажу, как это оплетать по кругу и как я его оплетаю. Таким образом, если вы будете оплетать по кругу, у вас донышко расширится в разные стороны еще на несколько там миллиметров, сантиметров, то есть в зависимости от того, сколько вы кругов проплетете. Если в первых двух видео по поводу квадратного донышка на одинарных и двойных стойках мы там сразу поднимали стоечки и размер донышка оставался таким, каким был, то в данном случае донышко будет увеличиваться во все стороны. И сейчас я вам покажу. Вот. Все. Вот мы доплели, да? Вот по кругу. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Теперь что я делаю? Я добавляю еще трубочку. И не одну. В данном случае я добавлю еще. Вот одну я добавила. Вот она. И еще я добавлю одну. Вот так. Вот. То есть как снизу 2, так и сверху 2. Все, вот мы проплели. Снимаю с булавок. И, как я говорила, это донышко у нас будет оплетаться по кругу. То есть, таким образом у вас ваше донышко увеличится по бокам со всех абсолютно сторон. Если в тех, повторюсь, мы сразу подымали и плели вот так, да, то есть донышко оставалось в одном и том же размере, то в данном случае оно будет увеличиваться. Я беру в любом месте, подставляю трубочки.
Ну, я обычно делаю как? Вот так подставила, да? И там вот так, допустим, подставила. Можно, ну, в принципе, давайте так мы и сделаем. Вот. Нет, давайте не с этой стороны, давайте вот просто вот сбоку. Можно больше сделать, чтобы было более понятнее. Но это уже такое. Так, вот так я сделаю хвостик. И вот так я сделаю хвостик. Тоже подставлю вот туда. Все, вот две у меня идет. Вот как я говорила, для чего нужны были у меня здесь двойные стойки. Я в первом рядочке переплетания по кругу вот эти крайние стойки, их вот так отделяю. Вот. И в первом ряду я плотненько эту трубочку одну отдельно проплетаю. Вот эти две, которые наружные, да, тоже отдельно проплетаю. Вот. И оставшуюся одну тоже отдельно проплетаю. Вот раз. То есть получается вот так. Вот. Мы вытягиваем угол. Плетем дальше по кругу. Точно так же с этой стороны. Вот эти крайние отодвигаем. Вот они отдельно будут идти, угол вытягивать. Первую проплели. Вот она, стоячок. От двух. Эти две проплетаю, закрепляя как бы их вместе. Это только первый ряд такой. Вот. Плотненько все прижать. Вот тут вот главное. Вот. Нарастим сейчас. Вот так. Так. Точно так же и здесь. Одну и вторую отодвигаем вот так вот. И начинаем плести. Одну проплели, вот, отложили ее. Теперь вот эти две. Вот, проплели мы их отдельно, которые мы отодвинули. Плотненько, главное, прижимать. Вот. Вот так вот у нас, видите, здесь получилось и здесь. И плетем дальше. До начала нашего рядочка. Так, точно так же здесь. А здесь ситуация какая? У нас же здесь 3 хвостика от плетения и 2 трубочки, которые мы добавили. И здесь 2. Я что делаю? Я беру вот эти 3, не 2, а 3. Захватываю, тем самым оставляю здесь одну и здесь одну. Вот. Просто ненужную трубочку я вот так захватываю. И плетем дальше. Либо же вы можете одну из кончиков обрезать, вот, и спрятать ее просто в плетение, и у вас будет такая же ситуация, как вот здесь. Здесь 2 и здесь 2. То есть это уже на ваше усмотрение. Так, теперь идем на второй круг. Первый ряд у нас был как отделительный, то есть мы отделяем наши углы. А вот уже со второго ряда мы плетем полноценно прямоугольное уже с выраженными углами. То есть прямоугольное или квадратное донышко с выраженными углами.
Вот, проплетаю, да. И как поступаю? Проплетаю первую нашу. Вот. Вот наш угол. Вот он. Как делаю? Нижнюю трубочку завожу под низ. Вот она. Под низ. А верхнюю, вот эта, которая у нас легла наверх, я обвиваю наш уголок. Вот так. Обвила. Вот так. И под низ сразу. Хоп. И вот у нас получается вот такой вот уголок. Вот. И таким образом у нас вытягивается угол. Здесь хорошо вот эти вот места, они так и хотят быть выше, но их нужно прижать. Подходим к следующему углу. Точно так же верхнюю под низ. Вот. Вернее, вот эту, которая у нас сейчас верхняя, да, мы ее под низ заводим вот так. А вот эту теперь, которая у нас сверху оказалась, мы нею обвиваем наш уголок. Вот так. И сразу же заводим под низ. И почему я говорила, что чем хорошо пеноплекс расчерчен, тем, что я сразу вижу, куда у меня хочет уйти стойка. Вот она у меня должна идти ровненько на угол. Вот. Снова мы проплетаем. Сейчас здесь нарастим. Под низ. Под низ. Вот. Теперь вот. Точно так же мы под низ. А вот верхней, которая получилась, мы ее обвиваем. Вот. И заводим ее под низ. И плетем дальше. И так мы идем по кругу. Вот подходим к нашим тройным стоечкам. Снова под низ и наверх. Вот. А вот эту обвиваем. Вот так. И заводим под низ. Все, и дальше уже... Дальше все в точно таком же духе. Мы плетем по кругу. Вот так. Так. Точно так же. Вот. Завели под низ. Вот. А верхней трубочкой обвиваем и заводим под низ. И вот таким образом у нас уголок начинает вытягиваться. Дальше. Сейчас мы еще кружочек проплетем. Под низ. Вот. Здесь сейчас нарастим. Тут как раз пиптики такие малюсенькие получились. Так.
так. Вот так. Вот так. Вот доходим мы до угла. Вот. Под низ трубочку. А верхний оплетаем. Вот. И выводим ее под низ. Вот так. И вот у нас уголок наш получается. И плетем точно так же в таком же направлении в обратную, ну, продолжаем плести, да? То есть я вам немножко перевернула, чтобы вам было более видно, может так будет удобно. Снова вот трубочка под низ. Вот. А верхний обвиваем. И вот так вот, вот у нас получается. Вот ярко выраженный угол. Вот у нас такие углы. То есть ваше изделие увеличивается в углах. Видите, расстояние какое уже стало? Вот здесь увеличивается. Вот если присмотреться, вот. Вот пошло увеличение в одну сторону, в другую сторону, в углы. Это и есть оплетанием по кругу. Покажу вам дальше. Как же поступаем дальше? Вот мы доходим до начала. Здесь нужно было нарастить, ну ладно. Вот дошли, да? Здесь 2 витка, 2, 2, 2. Все, да, мы проплели по кругу. Теперь переворачиваем и просто начинаем проплетать вот наше донышко. Точно так же поднимаем наши стоечки. Здесь очень внимательно нужно придерживать вот этот угол. Вот. И вот так вот мы проплетаем дальше. Все. Дальше уже все как обычно. По кругу и по кругу. Поднимаем. Вот. И проплетаем. И вот так вот по кругу мы плетем. Вот наши углы, вот они. И вот как у нас смотрится с этой стороны. Вот. То есть мы расширили со всех сторон наше донышко. Вот в чем отличие между оплетанием по кругу и сразу же с поднятием стоек после того, как вы сплели донышко. Это на одинарных стойках. Но я хочу вам показать еще один вариант, как можно добавить угловую стойку. Но это уже будет в отдельном видео я сделаю. Так что не пропустите, смотрите. Если кому-то что-то будет непонятно, то пишите под видео, с удовольствием отвечу. Всем пока, хорошего дня!